Космос всегда манил человечество своей загадочностью и бездонностью. С древних времен звездное небо побуждало людей к размышлениям о природе мироздания, источниках силы и возможностях путешествий по Вселенной. В последние десятилетия ученые начали активнее исследовать такие феномены, как черные дыры и червоточины. Эти таинственные образования не только находятся в недрах Вселенной, но и могут представлять собой источник таинственных угроз для всего человечества. В этой статье мы рассмотрим недавние исследования червоточин, их потенциальное влияние на Землю, а также удивительные возможности, которые они могут открыть. Представьте себе ночь, когда звезды мерцают в темном небосводе, и вдруг в непосредственной близости от Земли появляется огромная червоточина. Это событие превращает привычное спокойствие в полное замешательство. Спутники, которые обеспечивают связь и навигацию на нашей планете, сгорают в атмосфере. На планету обрушиваются мощные радиационные бури, отключаются энергосети, и повседневная жизнь начинает рушиться. Атмосфера подвержена катастрофическим изменениям. Она раздувается и раскаливается, словно на ней разыгрывается грандиозное пиротехническое шоу, а океаны начинают кипеть, как в заколдованном котле. Появление червоточины становится началом конца привычного мироустройства. Такое событие может вызвать не только физические последствия, но и социальные катастрофы. Люди, осознав всю серьезность ситуации, начинают искать укрытие от надвигающегося бедствия. Орда паники охватывает каждую улицу, каждый дом. Люди собираются в группах, обсуждают возможные повороты событий, планируют, как выжить в условиях неопределенности. Но несмотря на все их усилия, ничто не может гарантировать безопасность. Ничто не может стать надежной защитой перед лицом столь могущественного космического явления. Даже размышления о том, что некоторые черные дыры, с которыми человечество сталкивалось ранее, могут на самом деле быть замаскированными червоточинами, добавляют тревоги и глубоких размышлений. Что такое червоточины? Это не просто продукт научной фантастики, а серьезный объект исследования для физиков и астрофизиков. Червоточины представляют собой потенциальные космические коридоры, позволяющие перемещаться с одной точки Вселенной в другую. Однако для создания таких структур необходима отрицательная энергия, которая по состоянию на данный момент крайне редко встречается в нашей обычной Вселенной. Несмотря на сложности, ученые продолжают исследовать эту область, предполагая, что некоторые черные дыры могут быть скрытыми червоточинами, которые могут потенциально соединять разные уголки космоса. Существуют различные типы червоточин, отображающих множество возможных сценариев. Некоторые из них могут быть стабильными, в то время как другие могут быть абсолютно непредсказуемыми. Все это заставляет ученых задумываться о том, какие возможности могут открыться при их исследовании. Если бы мы смогли найти способ безопасно использовать червоточины, то путешествия между звездами стали бы возможными и более доступными, чем когда-либо. Одной из наиболее изученных категорий черных дыр являются черные дыры Шварцшильда, которые не вращаются и не имеют электрического заряда, что делает их идеальными для исследований. Ученые проанализировали квазинормальные моды, мелкие вибрации в пространстве, окружающем черные дыры. Эти вибрации могут стать ключом к пониманию того, как устроены черные дыры, а также их возможных связей с червоточинами. Интересно, что открытием стало осознание того, что отличить обычную черную дыру от червоточины, которая может притворяться черной дырой, оказывается гораздо сложнее, чем изначально предполагалось. Эти открытия открывают горизонты для дальнейших исследований, ставя под сомнение наше намерение изучать темную материю и темную энергию, которые составляют основную часть нашего представления о Вселенной. В 2021 году начались активные обсуждения возможных сценариев, в которых активные ядра галактик могут быть входами в червоточины. Идеи, которые ранее казались фантастическими, начинают принимать немного более научный вид, с основами, которые можно проверить с помощью существующих методов и технологий. В 2022 году команда ученых из Болгарии провела ряд исследований и обнаружила, что свет, излучаемый червоточиной, может быть неотличим от света, который исходит от черной дыры.
Также существует теория, основанная на предположении, что черные дыры и белые дыры могут соединяться через червоточины. Однако белые дыры, несмотря на все теории, пока остаются лишь гипотетической концепцией и не были обнаружены в природе. Тем не менее, сама идея такой связи открывает широкие горизонты для дальнейших исследований и создания новых научных парадигм. Чтобы лучше понять поведение червоточин, ученые продолжают работать над их точной настройкой и новыми научными моделями. Предполагается, что червоточины могут имитировать поведение черных дыр, особенно в области, известной как горло червоточины. Эта область представляет собой хрупкое соединение, в котором вещество может попасть внутрь, но никогда не выйти. Такие уязвимости могут иметь значительные последствия для любой структуры, находящейся вблизи. Характер поведения червоточин может варьироваться в зависимости от различных факторов, включая массу объекта, окружающую среду и наличие других гравитационных воздействий. Точные модели смогут дополнительно прояснить состояние материи и энергии вблизи червоточин, выдвигая новые идеи и гипотезы для дальнейших исследований. Если червоточина начнет поглощать материю, это может привести к невероятным явлениям. В результате такой активности может возникнуть плазменный торнадо, который съедает все на своем пути. Он вырвется на поверхность с другой стороны червоточины со скоростью до 200 миллионов километров в час. Такой мощный вихрь не только способен разрушить все вокруг, но также может создать условия для ядерного синтеза, что добавляет еще один уровень опасности и непредсказуемости к потенциальным сценариям. Очевидно, что в случае активной червоточины человечество столкнется с вызовами, которые сейчас кажутся нам фантастическими. Это также ставит под сомнение существующее понимание физики в некоторых областях, побуждая ученых пересматривать теории о взаимодействии материи и энергии в условиях высокой скорости и плотности. Важно отметить, что обнаружение червоточины могло бы стать более заметным и доступным благодаря ее яркости и свечению. Эти уникальные свойства делают червоточины потенциальными объектами для наблюдения и изучения. Ученые смогут сосредоточить внимание на этих ярких аномалиях и, возможно, найти пути для использования этих космических коридоров в будущем. Современные технологии и методы наблюдения, такие как интерферометрия и рентгеновская астрономия, могут помочь в расширении нашего понимания червоточин и их характеристик. Обнаружение и изучение червоточин может первоначально предоставить нам задачи, но в дальней перспективе открывает перспективы для новых методов научных исследований и начала новой эры космических путешествий. Все еще окруженные множеством мифов и недоразумений, червоточины остаются одной из самых интригующих областей в астрофизике. С каждым новым исследованием на поверхность всплывают новые вопросы и теории, которые заставляют нас расширять границы нашего понимания Вселенной. Однако на фоне всех этих возможностей они также представляют собой опасности, которые могут постичь нашу планету и весь наш биос, заставляя нас задумываться о том, что именно скрывает бескрайний космос. Исследование червоточин — это не просто задача для ученых, это задача для всего человечества. Мы должны понимать, что наш выбор и наши поступки определяют наше будущее в это время неопределенности. С учетом всех этих аспектов необходимо продолжать исследование червоточин, чтобы понять не только их природу, но и возможные последствия для нашей цивилизации. Ближайшие годы обещают невероятные открытия, которые могут изменить наше восприятие как черных дыр, так и червоточин, а значит и всего устройства нашего существования во Вселенной. Каждое новое открытие поднимает больше вопросов, чем ответов, и каждый шаг в изучении этих загадочных явлений только увеличивает нашу общую страсть к познанию космоса и его таинств. Нам предстоит пройти долгий путь к пониманию, но именно это стремление к знанию и будет определять будущее нашей цивилизации. Если вам понравилась история, то оставляйте комментарии и подписывайтесь на канал. Здесь будет много интересного контента. До встречи в следующих видео.